Роберт Левандовский в 5-й раз стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, ворвался в топ-4 главных голеадоров Лиги Чемпионов за всю историю и в этом сезоне по игре как будто превзошел даже Месси и Роналду. Поляк вышел на какой-то космический уровень. Форвард номер 1 в мире. В последнее время, благодаря своим успехам, он один из главных звезд бренда Nike и сейчас является лицом силуэта Phantom Venom. В этом ролике мы вспомним всю футбольную обувь в карьере звездного поляка. Как давно американский бренд вышел на Леву, какой экипировщик первым поверил в форварда, в каких бутсах Роберт вошел в книгу рекордов Гиннесса и почему. Прямо сейчас я об этом расскажу. В самом начале карьеры, еще до дебюта в высшей лиге Польши, Левандовский подписал первый личный контракт с экипировщиком. Во времена игр за дубль Леги, а также за Знича с Прушкова, Роберт выходил на поле в 3 моделях бутс Adidas: F50+, F50 Tunit и Adipure, того самого силуэта, который не меняет годами Тони Кросс. В Adipure Лева стал лучшим бомбардиром 2-й польской лиги. В 2008 году форвард отправился на повышение. Перешел в Лех из Познани и сразу застолбил место в основе. В первом сезоне он умудрился забить 14 голов и стать 2-м бомбардиром в лиге, выиграть Кубок страны, а также дебютировать в Еврокубках. Его новая команда играла в Кубке УЕФА в одной группе с ЦСКА. В матче с армейцами почти никому неизвестный Левандовский сыграл в синих Adidas Adipure. Лех тогда вышел из группы с 3-го места, но проиграл в 1/8. Сам Лева не смог забить ни разу. В 2009-м Роберт спрогрессировал еще мощнее, причем по всем фронтам. Он стал лучшим футболистом Польши, стал самым результативным игроком чемпионата, дебютировал за сборную, выиграл чемпионский титул. Лех не побеждал до этого 17 лет. По ходу сезона 9-10 поляк играл уже во 2-м поколении Adidas Adipure, и казалось, отношения с немецким брендом должны были выйти на новый уровень, учитывая отличную игру форварда и количество слухов о скором переезде Левы в Германию. И если трансфер в Бундеслигу в итоге состоялся, в конце сезона Роберт подписал контракт с Боруссией, то с брендом все сложилось по-другому. Американцы из Nike вовремя подсуетились и смогли отжать перспективного, но все еще не звездного на пол конкурентов. Левандовский перешел на бутсы со свушем в самом конце периода игр за Лех. И если вы не в курсе, то скаутская система есть не только у клубов, но и у брендов. История Левы – яркий пример удачной работы внефутбольных скаутов. Перед тем, как перейти к истории сотрудничества Левы с Nike, хочу сказать, что мы готовим такой же ролик про Кевина Де Брюйне. И не знаем, когда его выкладывать. Сейчас или через какое-то время. Так что, если хотите ускорить, давайте наберем здесь 7000 лайков. Так я пойму, что вам интересно. Все зависит от вас. А теперь продолжаем. В начале карьеры за Боруссию Левандовский боролся за место в основе с будущим напом Спартака Лукасом Барриусом. Именно поэтому первый гол пришлось ждать почти месяц. В сентябре 2010-го в рурском дерби Лева наконец смог отличиться в Бундеслиге. Забил 3-й мяч в ворота Шальке, который тогда защищал Мануэль Нойер. Тогда на Роберте были очень сочные черно-красные Nike Total 90 Laser 3. В первом сезоне в Германии в итоге поляк смог забить 8 голов, а Боруссия стала чемпионом. Очень удачный трансфер. В 2011 году Лева перешел на 4-е поколение Total 90 Laser. Они выходили в разных расцветках, которые форвард с удовольствием чередовал. Надо сказать, бутсы были очень крутыми внешне. Я бы такие сейчас хотел бы иметь. В сезон 11-12 Левандовский уже провел на первых ролях в клубе. Команда Клопа вновь сражалась за чемпионство. В апреле все должно было решиться в очной игре Боруссии и Баварии. Дортмундцы выиграли и оторвались на 6 очков, а Роберт забил победный гол в синих Total 90 Laser 4 с черным свушем. По итогам чемпионата шмели защитили чемпионский титул, а Лева с 22 мячами стал лучшим бомбардиром клуба. Также Боруссия выиграла кубок, разгромив ту же Баварию 5-3 в финале. Поляк сделал хитрик в той же модели, в которой хоронил мюнхенцев в чемпионате. Наверняка заслужили место в музее Боруссии. В 2012 году состоялся первый крупный турнир сборных для Левандовски – чемпионат Европы, который проходил в родной Польше и соседней Украине. Роберт сыграл в бутсах из крутого пэка Clash Collection в бело-салатовой расцветке. Форвард стал автором первого гола турнира в матче открытия против Греции. Полякам это не помогло. Команда заняла 4-е место в группе и вылетела.
Сезон 12-13 не принес третьего титула подряд в Бундеслиге, зато Боруссия вышла в финал Лиги Чемпионов. В 1-2 дортмундцы прошли Реал, а в домашней игре сливочные вообще были разгромлены усилиями Левандовски, который сделал покер. Такого на этой стадии турнира не удавалось никому в истории Лиги Чемпионов. Тогда форвард рубился в оранжевых Total 94-го поколения. В них же он и вышел на финал с Баварией, в котором шмели проиграли. Эта расцветка тоталов стала последней в карьере Левы. Nike летом 2013 выпустил абсолютно новый силуэт Hyper Venom. Бренд перезаключил контракт с поляком. Роберт стал одним из амбассадоров новой линейки Boots и принял участие в нескольких рекламных кампаниях. Для Левы, как и для других топовых футболистов силуэта Hyper Venom, Nike стал производить бутсы на своей уникальной фабрике в итальянской Монтебеллуне. Каждая пара ошивалась вручную по индивидуальному слепку стопы. Супер уровень. Весь сезон 13-14 Роберт играл в новинке, которая выпускалась в ярких цветах. В феврале Лева сделал дубль в первом матче 1/8 Лиги Чемпионов против Зенита и стал лучшим бомбардиром истории Боруссии в Еврокубках. На нем были Nike Hyper Venom синего цвета с заметным свушем. А в апреле 2014 года, уже в желтой расцветке в полуфинале Кубка Германии против Вольфсбурга, форвард забил свой 100-й гол за клуб. Для этого ему потребовалось 182 матча. Очень мощный результат. В том сезоне Боруссия трофеев не выиграла, зато Левандовский наконец смог стать лучшим бомбардиром Бундеслиги. Именно в этом статусе он решился на второй в карьере переход между врагами. После смены Адика на Nike Лева перешел из Боруссии в Баварию. С первой же игры за новый клуб Левандовский стал делать то, что он круто умеет – штамповать голы. Клиентом поляка стал Дуйсбург, мяч которому нам забил в оранжевых Nike Hyper Venom с золотым свушем. 1 ноября состоялась игра, которую ждала вся Германия и наверняка сам Роберт. Бавария-Боруссия. Дортмундцы к тому моменту начали жестко буксовать, но несмотря на это были готовы дать бой. В равной игре мюнхенцы одержали волевую победу 2-1, а один из голов бывшей команде забил Левандовский. На нем в том матче были Hyper Venom кораллового цвета. Перед сезоном 15-16 состоялся релиз второго поколения Boots Nike Hyper Venom, которые стали выпускаться и в версии с носком на голеностопе. Именно ее выбрал Лева. Он принял участие в предварительных тестах и снялся в рекламе. Именно в оранжевых вторых хайперах Левандовский установил сразу 4 мировых рекорда за один матч. В игре против Вольфсбурга он забил 5 голов с игры за 9 минут. Вы просто вдумайтесь. Он получил сертификат от книги Гиннесса за самый быстрый хит-трик, покер и пентатрик, а также стал первым в истории Бундеслиги, забившим 5 мячей после выхода на замену. И как его вообще можно было оставлять на банке, даже как казалось в неоптимальных кондициях после травмы. А чуть позже после этого ему покорилась отметка в 100 голов в Бундеслиге. В честь этого события Nike выпустил для Левы особенную пару в шикарной расцветке. В ней он сделал дубль ворота Шотландии за сборную и помог своей команде выйти на Евро 2016. Сезон 15-16 получился для форварда удачным. Второй подряд чемпионство с Баварией и 4-е в карьере, а также титул лучшего бомбардира Бундеслиги с 30 голами. На Евро 2016 Лева поехал в салатовых бутсах из ПК Spark Brilliance. Польша дошла до четвертьфинала, где проиграла Португалии по пенальти. Роберт забил свой единственный мяч на турнире как раз в той игре. В сезоне 16-17 поляк несколько раз был замечен на тренировках в бутсах Nike Mercurial Superfly. Пошли слухи, что Лева таким образом намекает о желании сменить силуэт или даже бренд. Ему так и не доверили статус главной звезды линейки, при том, что Неймар, который был лицом Hyper Venom, всем своим видом показывал, что бутсы ему не нравятся. О том, как бразилец перекрашивал Меркуриал под хайперы, чтобы не нарушать рекламные контракты, я рассказывал в отдельном ролике. Обязательно зацените. Но в отличие от Нея, Роберт продолжал в официальных матчах играть в своем силуэте. Проблем с обувью у него не было. В январе 2017-го Nike зарелизил третье поколение силуэта Hyper Venom. Бренд окончательно решил позиционировать модель именно для страйкеров. Забивных наконечников, нацеленных на ворота. Согласитесь, Неймар, который все же добился перехода на Меркуриал, намного меньше сочетается с этим образом, чем Левандовский. Презентация прошла в Мюнхене, городе, в котором живет Лева. На нее приехали все топовые амбассадоры – Кейн, Кавани, Игуаин и, конечно же, Роберт. Стало понятно, что Nike наконец определился с главной звездой силуэта. Им стал поляк.
Рекламные постеры были украшены его портретами. Фото Левы появилось почти во всех магазинах Nike. Обновленные бутсы, кстати, получились очень крутыми. Фишкой была ударная зона и верхний материал из флайнита. Именно Левандовский стал первым футболистом в мире, забившим гол в новой модели. Это случилось в игре с Фрайбургом. Всего в сезоне 16-17 поляк отличился в Бундеслиге 30 раз, проиграв гонку бомбардиров на 1 гол Обамейянгу, а также смог покорить отметку в 100 голов за Баварию. Для этого ему понадобилось вообще 137 матчей. В сезоне 17-18 Лева продолжил колотить голы налево и направо. Он вернул себе звание лучшего бомбардира Бундеслиги, больше всех забил в отборочном цикле к чемпионату мира и поставил рекорд в европейской квалификации, а также стал номером 1 по забитым голам в истории сборной Польши. Боссы Nike наверняка остались довольны такой рекламой третьих хайпервеном. На мундиаль в Россию Роберт поехал, как и все амбассадоры Nike, в бутсах из пэка Just Do It. Но турнир поляки провалили, а сам Лева ни разу не забил. В январе 19-го американский бренд принял решение закрыть линейку Hyper-Venom и вместо нее зарелизил абсолютно новые бутсы Phantom Venom, которые также позиционируются как обувь для топовых форвардов. Модель вновь стала наделена ударными зонами, но внешне сильно отличалась от предыдущей. Главным амбассадором силуэта вновь стал Левандовский, который вообще не планирует сбавлять обороты. И сезон 18-19 и 19-20 Лева закончил в статусе лучшего бомбардира Бундеслиги, 4-й и 5-й раз в карьере. А последний год поляк провел вообще на космическом уровне. И именно в 2020-м он имел все шансы на золотой мяч, но награду отменили из-за пандемии, а самая желанная бутса золотая ускользнула в последний момент. Чиро Иммобиле обогнал поляка по количеству голов, многие из которых были с пенальти. На клубном уровне Левандовский выиграл почти все. Осталась заветная Лига чемпионов, которая была так близка в 2013-м. И вот сегодня Роберт имеет все шансы завоевать самый важный трофей в карьере. Если это случится, наверняка нынешние серые Nike Phantom Venom станут самыми любимыми бутсами форварда. Роберт Левандовский успешен не только на футбольном поле, но и за его пределами. В ролике про персональные логотипы мы рассказывали о бизнес-империи поляка, который имеет несколько компаний и личный бренд, название которого — это аббревиатура с первых букв имени и фамилии, а также игрового номера 9. Давайте представим, что боссы Nike поняли, что Лева достоин быть не только главным амбассадором линейки Phantom, но и заслужил иметь свой собственный личный силуэт бутс, как Майкл Джордан в баскете. Учитывая стиль и манеру игры форварда, давайте попробуем придумать название для персональной модели поляка. Пишите в комментариях ваши версии. Лучше я опубликую себя в Инстаграме, и кто знает, возможно, ваши идеи заметят ребята из Nike. Они иногда заходят ко мне на страницу. Понравилось? Тогда подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики на тему футбольной кипы. У нас только эксклюзивный и авторский контент. Скоро вас ждут обзоры на самые горячие новинки и возвращение рубрики прокачки Boots. А пока посмотрите предыдущие ролики. Тут про все формы команд РПЛ. Здесь про то, как Юве управляет своими фаншопами. А здесь узнаете все лайфхаки по правильному замеру стопы. Бутсы будете подбирать без ошибок. Я Юрий Русанов, Мяч Лаб. Пока.